Всем привет, друзья! Сегодня сделаем очень необычное блюдо, которое воистину является деликатесом. Сегодня сделаем картофельную колбасу, или же, как у нас ее называют, кишка-картоплянка. Для приготовления нам понадобится очень мало разных продуктов, и первое, что нам нужно будет, это примерно 1 килограмм картошки. Начистить и натереть ее на терку, на которой нужно натирать драники. Ну а после того, как вы натрете 1-2 картофельные, нужно взять луковицу довольно-таки больших размеров и точно на эту же терку стереть одну большую луковицу. После луковицы дотираем полностью всю остальную картошку. После того, как вы натерли весь картофель, отставляем его в сторонку. Берем немножко сала, проросшего с мясом, и его нам нужно обжарить на сковородке до полуготовности. Обжаренное сало полностью все со сковородки отправляем в картофель натертый. Дальше вот это все нам нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Берем ложку и все хорошо перемешиваем до однородного состояния. И после этого наша начинка для картофельной колбасы уже готова. Дальше мы будем использовать кишки. Обычно всегда используют свиные кишки. Я нигде никогда не видел, чтобы использовали какие-то другие. Приобрести их можно на рынке в мясных павильонах, там где продают свиное мясо. Они всегда есть в продаже и они недорогие. Предварительно я их хорошо вымыл и примерно где-то часа 2 замачивал их в растворе вместе с уксусом столовым 9%. Разводил примерно где-то 100 грамм уксуса на 1 литр воды, и вот так вот они у меня откисали. Примерно где-то 2 часа. Использовать их можно любых размеров, но самые вкусные получаются именно из толстых. Далее берем обыкновенные нитки и одну сторону кишки просто завязываем, так чтобы когда мы будем начинять картошкой, она не вылетела нам насквозь. Дальше вам понадобится обязательно помощник, потому что самому будет более сложно вот это все проделать. И берем вот так вот просто ложкой и отправляем всю картошку внутрь кишки. Картошки в кишку нужно отправить так, чтобы она была заполнена примерно на 50%. Не добавляйте больше, потому что в конце ролика вы увидите, почему я так говорю. После того, как вы начините картошкой все кишки, которые вы для себя приготовили, их нужно аккуратно разложить на противень, предварительно смазанный жиром, не подсолнечным маслом, а жиром. Вот так вот аккуратно постараться распределить картошку, которая есть внутри, чтобы она равномерно распределилась по всей кишке. Затем нужно взять обыкновенную иголку и вот такими вот движениями полностью попрокалывать все кишки. Не бойтесь, если вы сделаете где-то лишние проколы. Чем больше проколов, тем лучше, потому что во время выпекания должен будет оттуда уходить воздух, чтобы они меньше поразлопывались. Ну и после того, как вы все хорошо попрокалываете иголкой, противень нужно отправить в разогретую духовку до 200 градусов, примерно где-то на 1,5 часа до полной готовности. Но за духовкой следите сами. У каждого разная духовка выпекает по-разному, поэтому время может быть либо больше, либо меньше. Примерно где-то через 40 минут нужно достать вот это все из духовки и постараться перевернуть на другую сторону, так, чтобы вам нигде ничего не повредилось. Делайте все аккуратно и не спеша. Ну а после того, как вы вот это все аккуратно перевернете, опять-таки отправляем в духовку до полного выпекания. Ну и где-то через 1,5 часа достаем все из духовки. Вот то, что я вам говорил, что не нужно слишком много добавлять в кишку картошки, потому что она вам может лопнуть. В моем случае она лопнула. И я еще раз вам скажу, я еще ни разу не сделал так, чтобы она у меня не лопнула. Но это тоже хорошо, потому что можно попробовать и убедиться, что картофель уже полностью вся приготовлен. Затем нарезаем вот так вот все на кусочки и можно подавать к столу. И после того, как вы все нарезали, сразу же нужно подавать к столу, потому что самое вкусное она как только вынята из духовки, как только она еще горячая. Я не знаю, почему картошка таким вот способом приготовленная такая вкусная, но я бы такое блюдо кушал каждый день. Я с уверенностью всем советую приготовить такое блюдо хотя бы раз, и вы поймете, как же это вкусно. Ну а на сегодня у меня на этом все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Поделитесь таким вот прекрасным рецептом с друзьями. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в следующем видео. Всем пока, всем до скорых встреч!